Спасибо всем, что пришли на серию лекций в галерею метеоритов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Мы рады, что вы смогли прийти сегодня. Мы рады, что у нас есть Лоуренс Гарви из АГУ. Ранее я попросил его рассказать о своей биографии, и он сказал, и я цитирую здесь, что я куратор Центра изучения метеоритов B6, профессор-исследователь в Школе изучения Земли и освоения космоса. Я прежде всего специалист по минералогии, и меня очень интересуют минералы, найденные в метеоритах, а также необычные условия на Земле. Вот и все, на этом цитата заканчивается. Я продолжу. Он получил степень бакалавра по математике и наукам о Земле в Лондонском университете, докторскую степень по минералогии в университете Бристоля, изучая микрочастицы. Эти знания он применил к углистым хондритам. Он был постдоком по электронной микроскопии в Глазго, где мы все были прошлым летом. В 1994 году он начал работать в Аризонском университете, а в 2007 году он вошел в персонал Центра метеоритных исследований. По его словам, его любимое занятие – разрезать новые метеориты и исследовать их строение. Как бы то ни было, тема сегодняшнего выступления, которую я приведу в сокращенном варианте, это восстановление и научный анализ нового вида обычного хондрита LL7, который был обнаружен в результате падения аризонского метеорита в 2016 году. Это самый последний случай падения метеорита в Соединенных Штатах, занесенный в метеоритный бюллетень, но на подходе еще несколько таких случаев. В любом случае, я рад, что Лоуренс здесь. У нас есть небольшой фоновый шум, который, как мне кажется, только что рассеялся. Но все в порядке. Спасибо тебе, Лоуренс. Теперь всем, кроме Лоуренса, следует включить звук без звука. Пожалуйста, продолжай. Хорошо, спасибо тебе. Позволь мне просто поделиться своим экраном. Спасибо тебе, Алан, за это вступление. На экране показывается, кто-то поднимает большой палец вверх. Хорошо, давай я просто перейду к этому. Я просто собираюсь рассказать больше о том, как найти метеорит и как это сделать. И по сути постараюсь передать волнение, вызванное поиском метеорита. И это было нечто, что произошло здесь, так сказать, на нашем заднем дворе. Итак, вот название, официальное название метеорита. В метеоритный бюллетень вошло только первая часть полного названия Дишсибиках. В переводе с языка апачи «звездный камень» в местности Сибека. Мы вернемся к этому позже. Прежде чем продолжить, я сделаю вставку о недавних падениях. Последние месяцы были богаты на метеоритные падения. 20 января в Оклахоме произошло падение. И у меня появились найденные фрагменты. И один из них я вам покажу. И мне предстоит его классифицировать. Завтра утром мы начнем его классификацию. Еще отмечу, что к нам поступили фрагменты с падения в конце января из пока неизвестного места. А затем, буквально за последние несколько дней, произошло 3 падения во Франции, Италии и Техасе. Там уже были найдены фрагменты. Там есть много свидетелей падений болидов. И во всех уже найдены метеориты. Итак, 13 числа Франция, 14 Италия, а 15 Техас. Так что начало 2023 года богат на метеоритные выпадения. И по сути все мы, как ученые-коллекционеры, извлекаем из этого огромную пользу. Так что давайте вернемся к этому вопросу. И это было только вскользь, просто чтобы сказать, что до сих пор это был очень активный год. В качестве введения я хочу поговорить о конкретном падении и сборе фрагментов метеорита. И это уже кое-что, это было первые события. Я находил метеориты и до этого конкретного примера, но это были просто находки в пустыне, не привязанные к конкретному падению. Со мной это было в первый раз, когда я действительно отправился на поиски метеорита сразу после падения. И я не знаю, покажу вам несколько фотографий этого места. Немного о том, что связано с классификацией, а затем 1 или 2 слайда о науке и в основном о текущей научной работе в этой области. Почему мы это изучаем? Все началось ранним утром. Проснувшись, я увидел рассылку Майкла Фармера. Это было первое сообщение. Я знаю, что это сообщение, отправленное Майком Фармером, было первым по счету. Я прочитал его утром и сразу понял, что это будет чрезвычайно напряженный рабочий день. На самом деле, несколько дней на работе оказались чрезвычайно напряженными. И я знал, что как только я приду на работу, на меня обрушится шквал звонков из средств массовой информации. И это случилось. Я пришел на работу около 9 утра, а репортеры уже ждали, когда освободится от звонков мой телефон. А также меня завалили имейлами от различных СМИ и организаций с просьбой прокомментировать падение, оценить, сколько выпало материала и что за материал. И, конечно же, это было ранним утром, когда ты почти ничего не знал, за исключением сообщений с радаров. У нас было множество видеозаписей огненного шара. Вот сообщение, которое я получил от Майкла Фармера.
И с этого момента все началось. С помощью сайта Американского метеорного общества мы узнали о многочисленных свидетельствах падения болида здесь, в Аризоне. И я думаю, что различные люди из Агу также видели это. Так что это было замечено. Это было замечено к востоку от долины. Судя по многочисленным сообщениям, мы уже полагали, что фрагменты болида достигли Земли. Но тогда, очевидно, возникает вопрос, с чего начать поиски. Нам невероятно повезло, что у нас также есть радар. Так вот в чем дело. Я поместил здесь траекторию полета. Я поместил здесь траекторию того, что было видно на основе видеоотчетов. Таким образом, мы поняли, что нам все известно. Мы в основном знали, в каком направлении он появился, высоту, которая была впервые замечена в атмосфере, и направление, в котором он двигался. 3 звездочками обозначены основные вспышки на высотах 34, 29 и 25 километров. А после на высоте менее 25 километров болид погас и ушел в уже невидимый полет. Но дальше, тем не менее, нам удалось проследить за ним. Посмотрите на врезку. Кстати, селение Пейсон находится в 2 часах езды на северо-восток от Финикса. Так что это действительно отдаленная и гористая часть Восточной Аризоны, как мы увидим на нескольких фотографиях в следующем посте. Минутку. Добраться до этого района очень-очень сложно. А теперь обратите внимание на цвет в квадратной рамке внизу. Через минуту мы рассмотрим изображение с большим увеличением. На самом деле синий цвет — это результат работы радара, результат работы доплеровского радара. А затем цветное изображение, переходящее от желтого к красному, проецируется на основе результатов работы радара и поступившей информации о болиде. Это и будет то место, где мы ожидаем поле рассеяния фрагментов. Если мы посмотрим сюда, то увидим результаты работы доплеровского радара. И несколько радиолокационных проверок действительно показали движение падающего материала. Наблюдения радара показали движение облака мелкого материала. А далее по траектории движение более крупных отдельных фрагментов. И что действительно приятно, так это то, что нам очень повезло и в это время, так это то, что приближающийся огненный шар произошел ясным утром. При очень-очень слабом ветре на верхнем уровне, без штормов, с очень-очень хорошей видимостью. Ну и что же, мы ожидали, что данные радара, которые затем проецируются на Землю, укажут нам, где мы, скорее всего, найдем камни. Однако в данном конкретном случае нам одновременно повезло и не повезло, потому что результаты радара таковы. Результаты радара были получены над землями племен. На самом деле это произошло прямо над землями племени Апачи Уайт Маунтин. И это означало, на самом деле это означало 2 вещи. Это означало, что люди, не принадлежащие к коренному племени, не могут отправиться туда на поиски. Так что по сути у нас не могло быть никаких идей о том, чтобы отправиться туда и просто заняться поиском. Это также означало, что мы также не могли отправиться туда и заняться поиском. Так что это была своего рода сложная ситуация. Это было похоже на то, что на Земле почти наверняка есть метеориты, но мы не можем отправиться на их поиски. Кстати, ребята, вы можете это увидеть? Я пытаюсь это скрыть. Давайте я спрячу это здесь внизу. Еще один момент. Вот мы и на месте. Извини, я просто хочу спрятать этот экран. Так что это означало, что мы тоже не могли выйти на улицу. Когда мы посмотрели на результаты доплеровского радара более подробно, они показали, где, скорее всего, находятся метеориты, основываясь на результатах радара, а также хорошее представление района для потенциального поиска. Но в этом районе действительно нет дорог. Здесь очень-очень гористая местность. И, как я уже сказал, это место находится на землях Апачи Белой горы. Внизу справа вы можете увидеть единственную главную дорогу в этом районе, которая представляет собой 2-4-полосную дорогу, проходящую через земли племен, и находящуюся в добрых десятках километрах от места, где мы хотели провести поиски или провести осмотр местности. Итак, первое, что нам нужно было сделать, это получить разрешение на посещение частной территории индейцев. И мне повезло, что оно у меня есть. У нас здесь в Агу есть несколько представителей племен. Я связался с ними и спросил, можем ли мы каким-нибудь образом попасть на землю для поисков. Там было несколько вещей. Это была середина лета, так что, очевидно, у нас в долине температура достигала 40 градусов и выше. Так что это суровое место. Этот район охватили пожары в лесных массивах. Из-за этого было особенно трудно пытаться получить доступ к этому региону. К
счастью, представитель нашего племени здесь связался с председателем этого конкретного дела в качестве председателя, который отвечал за этот регион, и спросил, есть ли какой-нибудь способ, которым мы можем туда попасть. Кроме того, время также было не на нашей стороне, потому что обычно к середине-концу лета приходят муссоны, наши летние муссоны, которые приносят несколько дюймов осадков, что делает этот район практически недоступным для посещения. Мы понимали, что у нас тоже не хватает времени, чтобы попытаться получить доступ к этому месту. Кроме того, не было никакой гарантии, что мы вообще получим доступ. Но после буквально безумной недели переписки по электронной почте, сотрудничества и дискуссий, их председатель и президент АСУ дали нам в основном согласие и доступ к этой области. В данном случае переговоры вел Джейкоб Мур, помощник вице-президента АСУ по межплеменным отношениям. Мы должны были это сделать. Мы подписали официальный юридический документ, который давал нам право доступа. Нам еще не дали разрешения на это. Это дало нам разрешение посмотреть. По соглашению, все, что мы нашли бы в этом месте, принадлежало бы племени Апачи, и у нас не было бы права что-нибудь делать с материалом без их разрешения. Итак, еще раз повторяю, все это происходило очень быстро, а затем также пришлось собрать команду людей, чтобы собрать команду поисковиков для выезда на поиски в этот район. Таким образом, у нас было, я думаю, около недели. Итак, нам сказали встретиться там, где заканчивается асфальтированная дорога в городе Сивик, который находится в самом центре города. Это единственный небольшой населенный пункт в этом регионе на землях племен. Но когда мы добрались туда, я действительно смог туда добраться. У нас есть команда из 2 аспирантов, которые сейчас находятся там. Они уже закончили учебу и оба имеют хорошую работу, а также 3 охотника за метеоритами, которые были очень опытными. И мы, ты знаешь, мы ждали там, где асфальтированная дорога заканчивается на западной окраине Сибеки. Здесь мы ожидаем рейнджера Эймоса. Мы хотели сотрудничать с местной властью. Мы хотели также привлечь ребят из местного колледжа для индейцев. Но, к сожалению, был пик лесных пожаров на индейских территориях. Когда мы добрались до края, до этого места, я позвонил рейнджеру Эймосу и сказал, что мы ждем вас, ребята. И он сказал, извините, мы не можем встретиться с вами, ребята, потому что они эвакуировали некоторых людей из более крупных населенных пунктов, некоторые из небольших городов к северу от этого места. Но, к счастью, нам действительно повезло, потому что когда я подумал, что нам придется развернуться, так как у нас нет разрешения на посещение, рейнджер Эймос сказал нам: послушайте, если вы, ребята, знаете, куда идти, смело идите. Так что нам очень-очень повезло. Я был очень благодарен ему за то, что он позволил нам пройти даже без их сопровождения. Они собирались сопроводить нас до места раскопок. Кстати, когда я обсуждал это с некоторыми людьми из Совета племени, мне также пришло в голову, что место, куда мы направлялись, было самым, как они говорят, религиозно-консервативным. Часть земель их племени – это земля, на которую они даже не очень часто ездят. Еще раз повторяю, я по-прежнему считаю, что нам очень повезло, что мы смогли отправиться туда. Вот мы и отправились туда. Мы примерно знали, куда идти. Я думаю, вы сами все видите. Я не уверен, сможете ли вы различить здесь небольшую грунтовую дорогу. Там есть очень-очень плохая грунтовая дорога, которая проходит через то место, куда мы хотели попасть. Итак, с помощью GPS-координат мы знали, куда идти, и нашли подходящее место для лагеря. Как я уже сказал, нам предоставили доступ к этому месту на 3 дня. Так что мы добрались до этого места и разбили там лагерь и отправились на поиски. Это, по сути, охотничьи угодья. Прекрасное, по-настоящему красивое место для охоты. Высота этого места превышает милю. Природа вокруг выглядела примерно так. Здесь не так много кактусов. Но охотничьи угодья были такими, какие вы видите здесь, на этих красноватых скалах. К счастью, в этом районе нет выходов черных пород. Так что нам очень повезло. Так что, по сути, мы просто искали и просто прогуливались под тем местом, где были результаты радара, и искали любые черные камни, которые мы могли бы найти в этом месте. Я нашел 2-й камень. Роберт Уорд был одним из тех, кто нашел 1-й камень примерно через 5 минут после начала поисков. А затем, пока он записывал местоположение своего драгоценного камня, я начал осматриваться вокруг, и вот здесь я тоже нашел свой 1-й камень. Вот он. И ты видишь, как мне повезло. Снаружи у нас есть дубовые листья, небольшой участок голой земли. И, к счастью, это были единственные черные камни в округе.
Я бы сказал, что если бы они упали дальше к юго-западу отсюда, где у нас есть пустынный нагар, найти эти камни было бы практически невозможно. И мы знаем это, потому что на самом деле у нас есть падение метеорита, которое произошло чуть южнее, примерно в 40 минутах езды к югу от того места, где я живу. Или в 40 минутах езды к югу от Аризонского университета. И люди нашли там несколько камней, и я тоже туда съездил. Но там поверхность вся покрыта мелкими камешками, очень темного цвета. И найти среди них упавшие черные камешки очень затруднительно. Так что нам здесь очень повезло. Мы нашли эти маленькие участки земли. И по сути единственное, что ты можешь сделать, это просто гулять по округе и высматривать. Все, что от нас требовалось, это ходить и высматривать черные камни. Это всего лишь крупный план, и он показывает, насколько отчетливым был этот материал. Люди часто спрашивают, как тебе удалось распознать такие маленькие камни. И опять же, к счастью, они настолько выделялись на общем светлом фоне. Я не собираюсь говорить, что их было легко найти, потому что их было немного. И относительно мало и далеко друг от друга, но их было относительно легко найти. Находили, потому что местность была очень благоприятной для того, чтобы их увидеть. Это Дэниел Данлэп, который в то время был аспирантом. Вот его камень. Он действительно обнаружил, что его вес составляет около 1 грамма. И я искренне благодарен ему за то, что он распознал его и действительно нашел. На самом деле, он обнаружил его в кустике травы справа от него. На самом деле она просто покоилась в зарослях травы. Так что, к сожалению, это была его единственная находка за те несколько дней, что он провел там. Но ему очень повезло, что он нашел этот камень. И это просто для того, чтобы дать представление о том, каким на самом деле было это место. Этот снимок сделан в конце дня поисков. Как я уже сказал, было довольно тепло. Но из-за высоты не настолько жарко, как в самой долине. И вот мы смотрим на юго-запад от того места, где он только что нашел этот камень, пытаясь понять, где искать дальше. На самом деле, что интересно, там на юго-западе, куда мы смотрим по радарным показаниям, упали более крупные куски, весом не менее 4 килограмм. Это в том направлении. И мы вернемся к этому позже. В любом случае, это просто данность. Это дает представление о том, каким было местоположение, когда мы проводили поиск. Мне тоже нравится это место. Это моя студентка Проктор Мане. Теперь она получила диплом. Она здесь тоже нашла камень. Попробуйте здесь различить камень, прежде чем я переключусь на следующий слайд. Повторяю, вам действительно нужно хорошее зрение, чтобы найти камень. Камень прямо перед ней. Сейчас я вам покажу его вблизи. Здесь его кусочки прямо под камерой. А на следующем снимке я покажу, как это выглядело. А вот и следующий снимок, который немного ближе. Вот эти 3 фрагмента. Но это был всего лишь один камень. Они приближаются с огромной скоростью. Их скорость достигает около 80-90 км в час. Так что неудивительно, что он сломался при ударе. А вот и крупный план камня. И на самом деле за ним тоже есть небольшой фрагмент. Поэтому она позаботилась о том, чтобы собрать все фрагменты отсюда. Здесь, как я сказал, приведены цифры скоростей для фрагментов от 1 до 20 граммов при полете в погасшем виде, которые составляют 100-200 км в час. Поэтому неудивительно, что, ударяясь о твердую мишень, эти относительно вязкие камни, как правило, раскалываются на куски при ударе на таких скоростях. Единственное, что затрудняло наши поиски в этом районе, это лесные пожары в округе, от которых осаждался пепел в этот район. Отложения пепла покрывали светлые камни снаружи и выглядели очень похоже. И единственными другими предметами, которые были круглыми и черными, которые были относительно распространены, были что-то вроде помета кроликов и чернохвостых оленей. И что мы не раз подбирали круглый помет кролика, потому что он выглядел черным и блестящим и был похож на метеорит. Это были единственные другие черные, круглые и блестящие предметы в этом районе. Так что, по-моему, просто еще одно фото. Это самый большой камень, который я нашел в этом месте. Еще раз убедитесь, как легко его отличить от окружающих материалов. А это всего лишь карта того, что мы нашли в этом районе. Желтые отметки 2 и 3 – это предположительные точки по данным доплеровского радара. Данные радара показывают, что именно здесь, скорее всего, находятся камни весом от 1 до 10 граммов. И это показывает, насколько хорошим может быть моделирование в настоящее время. Это именно то, что мы нашли, в значительной степени то, что мы нашли на Земле. И я должен подчеркнуть, что это результат только 2,5 дней наших поисков. И вероятно, если дальше здесь проводить поиски,
я думаю, можно найти не меньше сотни фрагментов метеорита. Но мы получили разрешение только на 3 дня и не могли продолжить поиски. Итак, мы провели несколько дней в этом месте, но потом нам очень хотелось пройти дальше. Там, где мы проводили поиски, это были высокие, относительно плоские участки. Мы также хотели посмотреть участки, где должны были выпасть более крупные куски по доплеровским данным. Именно это мы и сделали в последние 1,5 дня, отправившись на охоту в это место. Но, как я заметил, когда Дэниел стоял там и смотрел на юг, вы, наверное, понимаете, насколько трудно там проводить поиски. И вот как это выглядит на юге. Итак, мы стоим примерно на высоте 1800 метров. Прямо посередине вы можете видеть, что там внизу есть грунтовая дорога. И это в основном то место, куда мы направлялись, потому что данные доплеровского радара показывают это в основном. Если вы смотрите, то мы смотрим на юго-запад здесь. В основном там, где почти нет больших камней. Конечно, на земле. Мы провели последний день в поисках в той местности. Но как видите, насколько трудно искать там далее к югу в низинах. Вот там посередине снимка вы можете различить Дэниела Данлопа в виде точки, который смотрит через край того, что сейчас представляет собой высохший водопад. А это одно из самых плоских мест для охоты. Неудивительно, что мы не нашли камень весом в 4 с лишним килограмма. Он где-то там. Именно это и приводит нас в бешенство. Но поохотиться на него и найти его будет практически невозможно. Поэтому мы потратили день или около того и поняли, что охотиться здесь будет слишком сложно. Итак, по истечении 3 дней мы собрали только то, что нашли, и сказали, что камень весом в 4 с лишним килограмма все еще находится там. И мы, вероятно, могли бы получить к нему доступ. Мы, вероятно, могли бы снова получить доступ к охоте. Но я думаю, что, по крайней мере, для исследовательских целей, того, что у нас есть в коллекции, вполне достаточно. И я пытался поработать с представителями племени, чтобы заинтересовать их охотой там, поиском метеоритов, но пока безуспешно. Мне так и не удалось их уговорить отправиться на поиски метеорита. Так что, как только мы получили камни, нам пришлось снова пройти через всю эту суету, снова привлечь юристов университета и подготовить юридический документ, который позволил бы нам курировать и изучать камни. Или, другими словами, бумага, позволяющая разрезать кусочки и проанализировать, и поработать с типовыми образцами и тому подобное. И все эти действия с пониманием того, что мы только курируем собранные образцы. Но метеориты по-прежнему принадлежат совету племени. Значит, они все еще принадлежат к племени Апачи Уайт Маунтин. Я просто считаю, что это прекрасный снимок большинства камней, которые мы нашли в то время. Они относительно небольшие, но достаточно удобные для научной работы, которую нам нужно было выполнить. Так что перейдем к следующему этапу. В следующей части нашего выступления давайте вкратце рассмотрим, что мы подразумеваем под классификацией. Итак, перейдем от камня к чему-то подобному и уточним, к какому типу относится материал. Итак, на данный момент все, что мы знаем о внутренней отделке, очевидно, что камни разбиты. Я думаю, вы видели на той фотографии, где студентка Проктор Мане рассматривает расколотый камень, лежащий на земле. Внутри он светлый и раскристаллизованный. Таким образом, мы уже понимаем, что это не темный углистый хондрит, и что это не железный метеорит. Они сильно отличаются от того, что мы увидели на сколе. Однако это сразу не очевидно, поскольку этот метеорит с грубозернистым кристаллическим материалом. Это все, что мы могли сказать в поле по найденным образцам. Никаких явных доказательств на все 100%. До лабораторного анализа это лишь наши догадки. Очевидно, что нам нужно взять несколько фрагментов, заделать их эпоксидной смолой, отполировать эти фрагменты, а также сделать тонкий срез и посмотреть на него под оптическим микроскопом. Посмотрим, сможем ли мы что-нибудь разглядеть. Что мы могли бы увидеть? Что это за минеральная ассоциация? Какая это структура? Что это такое? Какова текстура? Сначала мы выявили под микроскопом хондры, а затем мы рассмотрели его на электронном микроскопе, проанализировали состав минералов микрозондом. В данном случае измерялись составы оливинов и пироксенов. Выявлены также интересные особенности в этом метеорите. В полученном анализе, который мы увидим, даются составы слагающих минералов и его структура. В отчете, к которому мы перейдем, очень кратко рассказывается о том, что мы видим, каковы его составные части, каковы текстуры. Для метеоритного бюллетеня мы не должны давать много интерпретаций. Это в основном своего рода наблюдение. Именно на этом мы сосредоточимся в этой части. И вот один из первых микроснимков, полученных с помощью сканирующего электронного микроскопа. Внизу указан масштаб
500 микрон, так что это полмиллиметра. Перед нами интересный, на мой взгляд, набор структур. И это указывает на то, почему камень выглядит таким вязким и сахарным, если можно так выразиться. У него действительно сахароподобная структура в отколотых фрагментах. И мы можем увидеть вверху снимка вязкую пластичную структуру. Как будто вещество сильно измельчено и спаяно вместе. В самой середине у нас участок с другими структурными соотношениями, и он выглядит как отдельный класт. Справа у нас отличная структура. Можно в ней увидеть реликт хондры. В этом случае я себя в этом убедил. Иногда у меня есть такая уверенность, а иногда нет. На данном участке отсутствует полноценная хондра. А вот еще один участок. И в середине, на мой взгляд, находится реликтовая хондра. Итак, на данном этапе мы совершенно уверены, что это хондрит по микроснимкам в рассеянных отраженных электронах, а затем начинается относительно трудоемкая часть получения и обработки данных химического анализа. О чем нам говорят эти данные? В чем заключается химический состав? Итак, для классификации в данном конкретном случае мы фокусируемся в первую очередь на минералах, на первичных минералах. Давайте посмотрим на микроснимки в отраженных рассеянных электронах. Что мы можем на них увидеть? Яркий белый материал – это металл, сульфиды и, возможно, некоторые хромиты. Посмотрите, сколько у нас уровней серого цвета. Здесь я вижу минимум 3 уровня. Вот темно-серый, который, вероятно, является полевым шпатом. Здесь будет средне-серый, который, скорее всего, является пироксеном, и светло-серый, который, скорее всего, является зернами оливина. Кроме того, есть еще и более светло-серые зерна, вероятно, это фосфаты. Но мы сосредотачиваемся на силикатах, по которым мы определяем тип изучаемого метеорита. Нам надо получить по 10-20 точек состава на каждый силикат. В данном случае у нас силикаты уравновешены. Таким образом, все составы оливина по существу одинаковы, как и пироксены. Таким образом, этот метеорит относительно легко классифицировать с этой точки зрения. Вот все наши химические данные, а также есть научное описание его внутренней структуры и минералогии. Вот как выглядит наш научный анализ. Внешне, макроскопически, мы видим на сколе светло-серую поверхность с зернами троилита, различаются обломочные класты без видимых хондр. Но реликты хондр можно обнаружить с помощью электронного микроскопа на снимках в рассеянных отраженных электронах. На микроскопическом уровне мы различаем класты и структуры дробления и вероятные реликты хондр, как мы и ожидали. Среди минералов преобладают оливин, пироксен, плагиокласс, железо, никелевый металл и троилит. Далее идет химический анализ. По химии мы определяем тип оливина. В данном случае он довольно железистый, в нем много миналов и элита. Мы определили в нем соотношение оксидов железа и марганца. То же самое и для пироксена. Содержание железа в оливине и пироксене говорит нам, что перед нами обыкновенный хондрит типа LL. Но структура этого метеорита мне показалась довольно любопытной. Мы наблюдаем участки, где обломки выглядят спаянными вместе, как бы уравновешенные высокой температурой. Мы наблюдаем участки, где они выглядят как бы разрушенные, возможно, в результате внешнего ударного воздействия. Однако в шлифах не наблюдается большого количества ударных эффектов. Мы не обнаружили явных импактных воздействий на зерна оливина и пироксена. Так что очень интересно, что в прошлом случилось с этим веществом. И мой сценарий следующий. Возможно, исходное вещество было раздроблено ударным событием, но получившиеся фрагменты не были переплавлены за счет удара. Но позже это вещество попало в условия относительно высоких температур, при которых было достигнуто равновесие составов компонентов. Все это можно обсудить и обдумать позже. История с наименованием метеорита тоже очень интересная. Как правило, метеориту дают название той местности, где он упал. Так, в 2012 году в Калифорнии произошло падение, как раз в том месте, где впервые было обнаружено то самое золото, которое привело к золотой лихорадке. Это Саттерс Милл, или мельница Саттера. И первый камень этого падения был найден на мельнице Саттера. У нас также было еще падение в 2018 году. Оно произошло здесь, в районе Финикса, в северо-западной части долины, в пригороде Глендейл. Однако в самом Финиксе еще не было падения. Метеорит Глендейл был найден в единственном экземпляре,
он упал в чей-то сад. И как многие из вас знают, Комитет по номенклатуре придерживается очень строгих правил в отношении наименований метеоритов. И если бы наш метеорит упал вне пределах индейских территорий, в районе городка Сибекуэ, то он получил бы по правилам название Сибекуэ. Но поскольку падение произошло на земле племени апачей, я предложил дать название метеориту Совету племени. И вот они встретились и придумали это название. После многочисленных бесед они придумали довольно длинное и необычное название для метеорита. Дишчибиках-Цильсксеци – это название, которое дали индейцы апачи. Дишчибиках – это исконное название священного места, где он упал. А Цильсксеци переводится как «звездный камень». Но официальное название, используемое в документах для классификации, это Дишчибиках. И здесь представлен протокол решения номенклатурного комитета по метеоритам. Я также напомню всем, кто предоставляет материал на регистрацию в комитет по номенклатуре, что регистрация метеорита является рецензируемой публикацией. Поэтому, когда кто-то подает на регистрацию метеорита, знайте, это цитируемая публикация, поскольку 12 человек просмотрели вашу заявку и проголосовали за нее. Итак, это 12 членов, 12 специалистов по метеоритам со всего мира, каждый со своим опытом, но они все равно голосуют за каждый представленный метеорит. В настоящее время я не вхожу в комитет, хотя я был председателем комитета около года. И также я был редактором в течение нескольких лет метеоритного бюллетеня. Комитет – это чрезвычайно загруженная организация, потому что им приходится обрабатывать ежегодно несколько тысяч заявок на регистрацию и классификацию метеоритов. Но я все равно призываю исследователей приложить максимум усилий для подачи заявки. Как только они будут опубликованы в метеоритном бюллетене, это уже будет публикацией. Это надо донести до исследователей, особенно студентам, поскольку это будет цитируемой публикацией. Вот запись про тот самый метеорит Дишчибиках. Если кто-то еще не ознакомился с онлайн-базой данных метеоритного бюллетеня, то она регулярно обновляется. Сейчас около 70 тысяч зарегистрированных метеоритов в метеоритном бюллетене. Однако цифра, на мой взгляд, завышенная, поскольку подавляющее большинство метеоритов из Антарктиды. А для Антарктики существует правило, что все найденные фрагменты метеоритов являются отдельными метеоритами, поскольку это дорогие экспедиции, финансируемые федеральным бюджетом. Каждая находка в Антарктиде классифицируется независимо, даже если они происходят из одного и того же участка поиска. Таким образом, с одного поля может быть несколько тысяч, например, обыкновенных хондритов L6. Но каждая из находок будет классифицирована отдельно, в то время как за пределами Антарктиды метеориты, которые, как правило, принадлежат частным лицам. И народ старается выискивать наиболее интересные метеориты, а остальные, вероятно, упускают из виду. Выбираются наиболее интересные для коллекционеров и ученых метеориты. И поэтому подавляющее число равновесных обыкновенных хондритов из пустынь лежит мертвым грузом. Это действительно правда. Я в последнее время часто думаю об этом. Ведь должно быть буквально тонны обыкновенных хондритов из пустынь, которые лежат непроклассифицированные и не отобранные в коллекции, потому что никто в них особо не заинтересован. Во всяком случае, этот метеорит Дишчибиках был зарегистрирован и проклассифицирован как L7. Это несколько необычная классификация. Его, конечно, можно было бы отнести и к петрологическую типу 6. Однако в данном случае в пользу петрологического типа 7 говорят полное отсутствие хондр и полностью уравновешенный состав. Более того, 7-й уровень петрологии, возможно, был бы более подходящим, но и 6-й уровень также был бы подходящим. Здесь в качестве примера показано полное описание этого метеорита в бюллетене. Можно не углубляться в детали. Вот так выглядит полная статья в бюллетене. Некоторые разделы этой статьи могут быть не столь подробными. Например, раздел «История» здесь необычно длинный. Это потому, что это было падение, и здесь приведена подробная информация, связанная с этим падением. Для большинства североафриканских метеоритов этот раздел «История» относительно короткий, и мы просто скажем что-то вроде такой-то: приобрел камень весом 50 граммов, купленный у торговца метеоритами из Северной Африки или на выставке драгоценных камней и минералов в Тусоне. И это, пожалуй, все, что нам известно. Но в данном конкретном случае я подумал, что было бы уместно изложить здесь некоторые реальные детали на будущее. И я бы поощрял добавление более подробной информации, особенно для фиксированных падений, потому что среди 99% метеоритов, попавших в бюллетень, наш – это единственный случай, когда метеорит изучается в столь мельчайших деталях. И я полагаю, очень важно для этого случая
дать такого вида детальную информацию в бюллетень, поскольку часто она необходима для изучения. Реально по такой информации, на примере других метеоритов, довольно часто можно выкопать многое чего интересного. Ну, например, если вам понадобится что-то вроде винонаита Вайнона, а я скажу у нас только его фаэлитовое содержание. Так как же вы сможете узнать, есть ли что-то интересное в этом конкретном случае с метеоритом Вайнона? Вы не узнаете до тех пор, пока кто-то не добавит такую информацию в блоке описания Write-up. Поэтому я действительно призываю народ, когда он классифицирует, давать такую информацию в описании в блоке Write-up. Ну, для примера, что-то вроде того, каков внешний вид образцов и в сколах, на что похоже, есть ли что-то необычное, или наоборот все типичное, например, в петрографии образца. В данном конкретном случае все начинается с истории. Это очень стандартная информация для всех метеоритов, которые классифицируются. Итак, вот часть, посвященная истории, физическим характеристикам, петрографии, в данном случае геохимии. И я думаю, что с тех пор, как это было сделано, у нас также есть изотопы кислорода, которые также перекрываются с полем обыкновенных хондритов LL. И, наконец, завершается пунктом классификация. Он определен как LL7. Также отмечено ударное воздействие S3. Мы об этом поговорим позже. И очевидно, что фрагменты найдены сразу после выпадения, их степень выветривания нулевая, W0. Рассматривайте это описание как первичное описание того, что это за метеорит, поскольку наука на этом не заканчивается. Например, вот одна из вышедших статей, посвященных этому метеориту, опубликованная в 2020 году, то есть через несколько лет после падения. В ней собран целый коллектив авторов из разных областей науки для анализа этого падения. Один человек работал над орбитой камня. Другие люди работали над различными типами изотопов и датированием на основе соотношений изотопов свинца и урана, чтобы по сути углубить первичную информацию о том, что представляет собой этот метеорит. Откуда он прилетел? Когда, например, по изотопной датировке произошло отделение от родительского хондритового тела типа LL. Все эти вещи в комплексе рассказывают нам историю этого конкретного камня. И эта статья доступна онлайн для тех, кто хочет ее прочесть. Так что кто хочет, я советую ее скачать и прочитать. Итак, на последних нескольких слайдах я просто изложу некоторые заключительные мысли. Здесь есть еще кое-что о науке, в чем я мог бы углубиться, но опять же, статья доступна для ознакомления любому желающему. Так что, знаешь, я призываю людей пойти туда, скачать это и прочитать, если им интересно. С тех пор, как мы опубликовали эту статью, другая группа также опубликовала свою статью. И было бы интересно, если бы вы посмотрели на некоторые сравнения о том, каковы полученные оценки исходного метеороида и тому подобное. У нас есть некоторые отличающиеся оценки. Потому что, очевидно, мы не знаем точно, насколько велик был приближающийся астероид. Тело было внушительное перед входом в атмосферу. Но оба коллектива авторов дают такие оценки одного порядка для Дишчебекоха. Я должен сказать, что меня заинтересовала одна вещь. Я увидел различные оценки количества падений, частоту падений. Меня больше всего заинтересовала грубая оценка плотности падения. Одно падение на квадратный километр за 10 тысяч лет. Примерно такой порядок цифр в статье. Я также обратил внимание на цифру порядка 17 тысяч падений, которые достигают поверхности. Происходит порядка 17 тысяч падений в год, но мы подбираем порядка 10 падений. И доплеровский радар здорово улучшает статистику нахождения выпадающих метеоритов. Поэтому мы можем находить больше свежевыпавшего материала. В Аризоне должны быть выпадения раз в год или в 2, но у нас пока зафиксировано порядка одного в несколько лет. Выпадение в районе Чибика – это было первое зафиксированное падение за 70 лет. После этого падения у нас зафиксировано еще одно падение в 2018 году метеорита Глендейл. И что поразительно, Глендейл упал прямо в нашу долину. Это было относительно небольшим событием. В онлайн-базе Американского метеорного общества, где люди фиксируют свои наблюдения за болидами, было зарегистрировано всего несколько событий. И я получил только один имейл от кого-то опять в северо-западной долине, в 40 минутах езды от меня. И он сказал, что я только что нашел метеорит в своем палисаднике.
В обычной ситуации я бы проигнорировал подобную информацию, потому что люди постоянно так говорят. И никто не зафиксировал яркого огненного шара или чего-либо подобного в долине. Он прислал мне фотографию, и, конечно же, у него был действительно свежий камень, покрытый корой плавления. Я все еще ему не верил. Слишком уж все просто. Сейчас любой может зайти в интернет, купить метеорит и сказать, что нашел его в саду. Вот что я сделал. Я пошел к одному из своих друзей, к одному из моих друзей-охотников за метеоритами и спросил, было ли у нас какое-то событие падения в нашей долине. И он сказал довольно забавно. Он сказал, что 2 дня назад, это было за 2 дня до того, как этот парень добрался до меня. Он сказал, что у нас был огненный шар среднего размера, но никто по-настоящему не занимается расследованием. Я сказал, что кто-то утверждает, что нашел метеорит в своем саду. Я считаю, что этому парню повезло. Итак, у нас была запись о болиде, и мы представляли время падения. И мой коллега решил посмотреть данные доплеровского радара на это время для северо-западной долины. И действительно, там было несколько снимков. Мы увидели небольшое облако пыли. Материал, указывающий на то, что там были камни, направляющиеся к земле. Мы вернулись в северо-западную долину и начали поиски, и я включил новости и сказал людям, если вы обнаружите черные камни в своем саду, пожалуйста, дайте мне знать. Я думаю, вы уже представляете, что произошло потом. На меня обрушилась лавина из сообщений с фотографиями черных камней в садах жителей северо-западной долины. Но я думаю, что то, что я действительно узнал из падения в Глендейле, заключалось в том, что не все метеориты падают с гигантским звуковым ударом и большим количеством камней. У нас есть кое-что, что почти не регистрируется при падении камня. И, вероятно, именно поэтому их так мало находят. Хотя у нас, вероятно, бывает 1-2 падения или даже больше в год только в штате Аризона. Большинство из них просто остаются незамеченными. И я уверен, что кто-то из наших слушателей знаком со следующими вопросами касательно метеоритов. Почему мы изучаем каждый метеорит так, как рассказываем студентам? Каждый метеорит несет с собой свою собственную капсулу истории, рассказывающую нам о Солнечной системе. И наша работа как специалистов по метеоритам заключается в том, чтобы разобраться в этом, взглянуть на это и поместить в контекст. И мне всегда нравилось говорить, что каждый метеорит — это часть гигантской мозаики. И я как-то не задумывался об этом. Я не знаю. Это мозаика из 10 тысяч частей, большая часть которых осталась в небе. Именно так выглядит каждый фрагмент метеорита. Это говорит нам о многом. Просто дает нам еще один маленький кусочек информации. И еще одна тема, о которой я здесь не говорил. Почему мы изучаем метеориты в плане проблемы планетарной защиты? И я думаю, что это особенно важная тема, которая должна быть затронута в другом выступлении. Поиск метеоритов — это невероятно захватывающее занятие. Как я указал в начале доклада, в этом году у нас произошло уже 5 падений. Недавно в Оклахоме произошло одно относительно недавнее, но люди все еще ищут его. На самом деле, как я уже показывал вам, у меня уже есть фрагмент и несколько шлифов оклахомского падения, по которым я буду проводить классификацию завтра. И организация поисковой команды здесь, в Аризоне, был отличным опытом для всех нас. У нас были аспиранты, я сам и несколько представителей общественности. Таким образом, все мы действительно объединились, чтобы сделать возможным поиски метеорита. В этом конкретном случае мы впервые смогли получить доступ к землям племен для поиска метеоритов. У нас было несколько потенциальных падений на земли племен. Почти наверняка одно из них произошло за несколько до этого падения у Чибика на индейских землях Наваха к северу от нас. У нас на это падение есть хорошие визуальные свидетельства полета болида и радиолокационные записи. Но у нас тогда еще не было ни доступа на территорию, ни этих записей. Все это случилось задолго до нашего получения разрешения на доступ к индейским землям здесь, в Аризоне. Также еще раньше было падение на индейскую территорию племени Тахона, Оодом, на юге Аризоны. И поэтому в следующий раз, когда оно произойдет на землях племен, по крайней мере, мы будем знать, как и кому обратиться, чтобы получить доступ. Надеюсь, получить доступ к земле племен. И я должен поблагодарить здесь многих людей. Очевидно, что ключевую роль сыграл Джейкоб Мур, заместитель вице-президента по межплеменным отношениям здесь, в АСУ. И тут появился председатель Ронни Лупи из племени Апачи Белой горы. Он мог бы сказать нет, но эти двое работали вместе, предоставив нам доступ. Рейнджер Амос, который обеспечивал материально-техническую поддержку, и еще несколько человек, которые только что были перечислены здесь. И я думаю, что у меня есть еще один слайд. Взгляни на него. Хорошо, я закончу на этом слайде. Вот этот слайд просто поражает воображение. Это было увлекательное путешествие, но в то же время это было довольно сложное место для поиска метеоритов. На этом, пожалуй, я закончу. Как я вижу, у нас в чате появилось несколько обсуждаемых вопросов. Хорошо, в любом случае, Лоуренс,
давайте все поблагодарим Лоуренса за то, что он провел для нас увлекательную беседу о мельчайших деталях падения метеорита и о том, как на это реагировать. Я действительно ценю это. Так что давайте устроим ему что-то вроде приглушенных аплодисментов за это. Я ценю это. Да, как заметил Лоуренс, в чате уже есть пара вопросов. И первый из них, который имеет отношение к делу, заключается в том, можете ли вы использовать беспилотник с хорошей камерой для поиска. Теоретически, но камни в этом районе были такими маленькими. На самом деле они были размером с кроличий помет. Я бы сказал, что мой камень находится здесь. Вот и все. Я не знаю, сможете ли вы это увидеть, но вы все можете это увидеть. Это всего лишь маленький, буквально черный камешек. Так что в данном конкретном случае беспилотный летательный аппарат может быть полезен, например, для техасского мяча прямо сейчас, который находится на относительно равнинных землях в Южном Техасе. Там, где у вас много открытой местности. В такой области, как это может оказаться полезным. Но в данном конкретном месте, я думаю, я не вижу, что это было бы особенно полезно. Единственный способ добраться сюда – буквально наступить сапогами на землю. Хорошо, и Дэвид хочет знать, насколько обширна эта территория. Мы были там, так что ширина этой доплеровской радиолокационной сигнатуры составляла всего около мили в ширину, но около 10 миль в длину. Так что таким образом все мелкие камни были найдены примерно на площади в 1 квадратную милю или около того. Но более крупные камни должны были находиться дальше к югу, там, где они были обнаружены. Там, где по нашим ожиданиям должен находиться более крупный камень или камни. Но опять же, только логистика, необходимая для того, чтобы попасть туда, усложняет задачу. Это находится в районе, где вы теоретически могли бы, вы должны сказать, что теоретически могли бы охотиться, но это было бы нелегко. Это похоже на иголку в стоге сена. Да, и так, как кто-то сказал, разрешил ли совет племени фотографировать в специально отведенных местах? Да, на самом деле это было интересно, потому что я знаю, что мы были очень осведомлены об этом. На Земле были вещи, которые вы хотели бы сфотографировать, которые обычно были бы у нас, возможно, были собраны людьми в других частях Соединенных Штатов. Мы ничего не фотографировали, что относится к местным коренным американцам. Это было одно из нетронутых мест на юге Аризоны, где мне удалось побывать. Где девственная природа, если не считать грунтовой дороги. Не было никаких признаков того, что там кто-то еще бывал, кроме меня в прошлом. Так что да, и я знаю, что после разговора с рейнджером Эймосом, как только мы ушли, они вышли, и что они сделали, они очистили территорию от нашего присутствия. Я имею в виду, что мы ничего не оставили, но они, ты знаешь, они очистили территорию от нашего присутствия там. Были ли какие-нибудь признаки выветривания? Мы собрали его до того, как начались сильные дожди. В этом районе, возможно, выпали действительно небольшие осадки. Так что среди камней, которые я собрал, я не заметил ни одного. Я разрезал их с помощью спирта. Я не заметил никаких признаков выветривания. Кроме того, поскольку метеорит относится к Л, в нем относительно мало свободного металла. Так что я подозреваю, что даже если бы прошло уже несколько лет, если бы мы отправились туда сейчас, камни выглядели бы практически нетронутыми. Хорошо, кто-нибудь еще поднял руку? Еще рано. В любом случае, я сделаю комментарий. Я увидел, что у вас прекрасные снимки, сделанные на сканирующем электронном микроскопе. И мне они очень напоминают отожженные ударные брекчии. Вы можете заметить, что в этом веществе был расплав. В нем есть подплавленные уравновешенные класты, которые плавали в расплаве. А потом все вещество подверглось длительному воздействию высокой температуре, которая гомогенизировала или стерла ударные признаки, укрупнила зерна в стекле и в жидком расплаве. Так что да, это красивая порода. Совсем немного горных пород, которые содержат ударные расплавы и брекчии, в которых есть узнаваемые реликты балок-оливина, потому что они легко различаются. И как вы знаете, что работа с такой катакластической структурой в образцах очень затруднительна, так как составляющие обломки перетерты до порошкообразного состояния. Именно из-за этого у нас создается ощущение, что исходно камни были раздавлены. Но я лично не думаю, что такое разрушение имеет какое-то отношение к удару. Но исходно это был буквально очень мягкий материал. Также в одной из ваших прошлых статей, в которых вы нашли участки с несколькими прекрасными зернами меди между троилитом и металлом. Да, приятно это слышать. У нас есть еще вопросы по поводу упомянутого засекреченного в кавычках или без кавычек падения. Я не могу давать больше информации. Хорошо, ну что же, в какой части света это произошло? Точно не в США.
Я читаю вопрос. Нам придется подождать. Позвольте кое-что еще спросить об этом. Не могли бы вы дать приблизительное время этого падения? И когда появятся подробности этого падения? Это о засекреченном падении? Да. Падение произошло не в Соединенных Штатах. Это где-то в Азии. Мне понадобится спросить метеоритного дилера, где это произошло и в каком состоянии. Сейчас разрезаются для нас образцы этого падения, так что через несколько месяцев будут подробности. К сожалению, к тому времени, я думаю, все о нем забудут. Потому что появится еще с полдюжины новых проектов. Блоги. Я понимаю. Хорошо. Ну что же, так оно и есть. Это уже кое-что. Окей. Привет. Да, спасибо. Это было действительно чудесно, Лоуренс. Я не понял и половины того, о чем ты только что говорил. Учиться — это здорово. Так что, возможно, на следующей неделе я пойду на вебинар с Ави Лёбом. И он выступает за отправку Корабля на подводные поиски межзвездного болида 2014 года. Конечно, так оно и есть. И я хотел бы привнести в это немного реализма. Одна из вещей, которая поразила меня, это то, насколько важно иметь радар для определения траектории полета. И мне просто интересно, не могли бы вы рассказать о том, насколько точным было бы местоположение разбросанного поля, если бы у вас не было данных радара? Данные радара абсолютно необходимы. В этом конкретном случае нам повезло, потому что погодные условия были идеальными. Данные радара и точное местоположение на Земле полностью соответствовали друг другу. В случае с Глендейлом радар отклонился примерно на милю, потому что у нас был сильный ветер, который смещал камни с верхних этажей. Но если бы у нас этого не было, давайте просто приведем пример. Предположим, что мы собирались отправиться на охоту за камнями. Глендейл. Давайте предположим, что у нас... Если бы у нас не было доплеровского радара, и не было бы этой первой находки, но мы знали бы, что там пролетел болид, то у нас не было даже идеи, где начинать поиски в Северной долине. Это буквально означает поиск маленького черного камня на площади в несколько квадратных километров. Нахождение было бы практически невозможно. Это действительно так. Недавно было написано несколько работ. Доплеровский радар здорово повлиял на метеоритный сбор свежих падений. Доплер позволяет сборщикам сократить площадь поиска с 20 квадратных километров с маловероятным успехом на порядок меньшую площадь с большей вероятностью нахождения метеорита. Так что без данных доплеровского радара, если только случайно метеорит не выпадет на крышу вашего дома, такие поиски малоуспешны. Подумай вот о чем. Посмотри на такой прекрасный пример, как Мил. Например, мельница представляла собой 90 крошечных камешков весом примерно 900 граммов. И, вероятно, потребуется несколько тысяч, я хочу сказать, человека часов охоты, чтобы найти эти 90 камешков. И они знали, где искать. Они знали, где именно, они точно знали, где искать. Так что шансы найти какой-нибудь маленький камешек в глубоководном Иле через несколько лет равны нулю. Да, равны нулю, я знаю. Даже если бы и вероятность была выше, то согласно расчетам Марка Фриза, вещество межзвездного болида полностью испарилось бы. Еще надо учесть, что бы случилось при сохранении такой скорости при ударе об воду. Да, это хорошие вопросы. Потому что если бы это было так, то это оказало бы влияние. Если вы когда-нибудь видели видео, на которых пули ударяются о воду на большой скорости, они просто разрываются на части. Да. Но даже в этом случае, повторюсь, единственный раз, когда я узнал, откуда на самом деле была извлечена одна из них в воде, вы все помните о 600-килограммовом Челябинске. О, точно. Но благодаря этой дыре во льду они точно знали, куда идти. Да. Да. Вот так. Я думаю, что было бы, если бы у нас действительно был межзвездный метеорит. Это было бы невероятно захватывающе. Конечно. Если что-то вообще может выжить, то это проблема. Такие люди, как Мил, всегда удивлялись тому, что им удалось выжить, потому что, по-моему, это был метеорит с самой высокой скоростью, который когда-либо падал. Я думаю, что это был бы самый ценный метеорит в истории. И это был бы объект такого размера, и представьте себе, что все, что мы получили после всей этой охоты, составляло 900 граммов. Да. На самом деле, я бы с удовольствием поговорил с тобой об этом на этой неделе. Вот так. Я тебя догоню. Хорошо, у настоящего Кевина Макагана есть вопрос. Кевин Макаган, пожалуйста, задай вопрос. Да?
На самом деле я хотел бы продолжить твой комментарий и узнать немного больше о данных радара. Мне показалось, что я слышал, как ты сказал, что по твоим ожиданиям вес крупных камней, падающих по траектории, составит около 4 килограммов. И мне было интересно, как и что задействовано в моделировании этого. Ведь эта штука распалась на множество частей, верно? И вы также отметили, что ожидали найти эти кусочки весом в 10 граммов или около того там, где вы их нашли. И поэтому мне просто интересно, что же связано с этими моделями. Насколько они точны, насколько хорошо они были протестированы и так далее. Да, это замечательные вопросы, но я не могу ответить ни на один из них. Хорошо. Нет, это Марк Фрис, и он действительно должен выступить здесь с докладом, потому что он мог бы точно объяснить, чем он занимается. Это одна из тех вещей, которые он делает. Мы должны включить его в свой список. И его моделирование превратилось в то, что показало это направление, теперь стало довольно точным. С учетом исходных данных, которые у нас были, и всего остального. Позволь мне. О нет, я не буду показывать это прямо сейчас. Но при моделировании было очень хорошо показано разрушение, где были эти разрушения, а затем доплеровский радар показал диапазон размеров материала. И вот тогда это поле, усыпанное радужными цветами, было основано на этом моделировании. Итак, все, что нам нужно было использовать при моделировании, это очевидно свет, тип материалов с низкой массой, который соответствовал тому, где мы ожидали, что материалы с низкой массой будут находиться. Мы еще не доказали существование материалов с высокой массой, потому что мы не можем этого сделать, мы их не нашли. Верно, верно. Ладно, время идет. Я хочу еще раз поблагодарить Лоуренса за интересную беседу. Я ценю тот уровень, на который она была нацелена. И я хочу напомнить всем, что мы проводим беседы каждый месяц. А в следующем месяце, 19 марта, у нас состоится выступление Майка Зеленского в НАСА в Хьюстоне на тему «Есть ли у нас уже образец Цереры?». И поэтому мы все с нетерпением ждем ответа на этот вопрос. А пока я хочу поблагодарить всех. Кевин может прекратить записи и поблагодарить всех. Спасибо тебе, Лоуренсу, и